что, ребят, всем огромный турецкий привет. Мы сейчас в нашу квартиру, если кто не знает. Живем в Турции, здесь отправляемся с вами в большое путешествие по Турции. Попозже все увидите, все вам буду показывать, все рассказывать, как живут вообще в Турции, что там происходит вдали от моря. Таким мы количеством вещей, это еще не все, отправляемся всей семьей, всем составом. Даже скупаться не успел в нашем любимом бассейне. Так, ну что, ребятушки, где-то 1,5 часа мы в пути. У вас, наверное, прошло несколько секунд. У нас 1,5 часа, как я сказал, где-то там 100 километров. Здесь вообще, как бы, знаете, сколько минут, столько километров. То есть 1,5 часа, там, да, 90 минут, значит 90 километров мы проехали. Потихоньку едем. Сейчас в районе Манавгата, сейчас уже будем уходить от побережья. Пойдем уже туда, вглубь Турции. Сейчас заехали в магазин БИМ, на трассе был, сейчас докупим там что-нибудь, водички, еще что-нибудь. И едем дальше. Так, ну что, едем. Кстати, дороги очень красивые, горы красивые. Сколько уже? 200, наверное, проехали. Это дорога от Манавгат на Конью. Здесь уже попрохладнее. Там кое-где было 27 градусов. Есть 29, а внизу сейчас 30, 33 вот так вот. Остановочка на заправку. Заправки есть по дороге, но все равно лучше держать полный бак. Потому что там, когда город, вот эти перевалы небольшие, кстати, то лучше с бензином есть, потому что там нет заправки. И бензин подешевел, на произвол 19-18 чем-то стоит. Дизель чуть подороже, 23. Ну что, мы добрались в Кайсери, мимо Каппадокии ехали. Хотелось, конечно, хочется Каппадокии, но может мы туда съездим. Вот, с утра выехали, к вечеру доехали, но мы не торопясь, не спеша, так, чтобы насладиться дорогой. Не гнали, скажем так. Дорога интересная, она то одна, то другая, то горная, то ровная. Вот, детки тоже нормально, принесли чуть-чуть там поругались, а потом нормально. Я очень хочу, чтобы был курятник, потому что, во-первых, там это плохое воняет, а во-вторых, да я люблю Коля хочет животных, курочек каких-то. Деревню, говорит, давай посетить сюда. Надеюсь, сейчас там, если будут животные, там будут всякие корм, чтобы кормить. А лошади я буду яблоко с ладошки кормить. Коль, сейчас ищем квартиру, где мы должны остановиться. Мы или в квартиру будем заселяться, или в отель Рэдиссон хотим выбрать квартиру. Там можно готовить самим, а в отеле, конечно, не поготовишь. Но зато там плюсы есть: баня, бассейн, хамам, фитнес, да, тренажерка. И здесь, смотрите, воздух сухой, намного суше. Здесь 7% влажности. В Анталии у нас там, по-моему, 87 или 67. И тут сейчас температура 33 градуса. И за счет того, что нет влажности, более сухо и менее жарко ощущается. 630 километров, 7 часов 54 минуты. Ну, мы с остановками так. И в магазин, и на заправках выходили. Ну, так дорога легкая, и едешь незаметно, быстро, потому что все меняется. Здесь все зеленое, красивое, горы Мы сейчас приехали в отель Prime Inn. Сейчас здесь посмотрим. Здесь, видите, как с кухней можно готовить. Гостиная. Вот такая прям большая. 2+1 тут, да? Туалет, ванна. И комната тут детская.
Кондиционеров только. А здесь взрослые. Вот еще санузел. Тоже душевый, но нет кондиционеров. Так, вот еще здесь балкон есть. Вот балкон, смотрите, как убит. Все в огоньках, все светится. Не знаю, что это такое. Сейчас узнаем, как на горе такой, знаете, чем-то каша напоминает, когда такие горы и все светится. В общем, мы решили там остановиться, чтобы не тратить времени на поиски. Потом, может, переедем в другое местечко. Вот сейчас подняться сюда в горы, как я вам снизу показывал. Гора Алитах называется, 360. Отсюда можно с парашютом, с парапланом прыгнуть и к морю прилететь. Я готов. Смотрите, какой здесь парк, все отдыхают. И здесь же ресторанчик. Давайте пойдем покушаем. Сегодня ничего не ели нормально целый день. Какие-то там сушки. Вот так вот, кстати, называется. Алитах 360. Такое помещение внутри. И на улице можно сесть. На улице классно, так свежо, прохладнее, чем у нас в Кони-Алты, потому что и вообще в Анталии здесь меньше влажность, тут прохладнее. И, блин, полная посадка, на улице мест нет. Ну, потом пересядем сейчас, внутри одно местечко нашли с трудом. Так, и знаете, думал сейчас с дорожки пенного, немножко, что-то целый день ехал, можно разбудиться. Нету, представляете, здесь Кайсери, да, город, кстати, может, я не сказал, только в нескольких кафе есть пиво, а так напитки только в магазин, потому что мусульманская страна, типа вера. Вот. И я так понял, что вообще в Анталии, в Измире и в Стамбуле вроде как только можно вот такой вот для туристов есть, а в остальных городах нету ничего. Чай, кофе, пожалуйста. Слушай, ну, в принципе, очень правильно, все, смотрите, культурно отдыхают. И никто не пьет алкоголь. Это, кстати, очень круто, да? Ну, я об этом только сейчас узнал, раньше никогда не слышал. Кто, кстати, знает об этом, или, может, какие-то подробности на эту тему знает, тоже напишите в комментариях обязательно. Ну хорошо, здоровее будем. Так, ну давайте вам меню покажу по ценам. Что тут? Пицца 65 лир. Салаты, смотрите, Цезарь 35 лир. Макароны 50. Ну так, еще на паузу ставьте, разглядывайте. Вот гамбургер 45 лир стоит. Кола 10 лир у нас. Практически везде 16-18 лир в кафе стоит. Цены даже подешевле, чем в Анталии. Так на 3,5 умножайте и получите цену в рублях. Мы заказали салат, пиццу и телятину. Аппетитный, всем приятного аппетита. Вообще вроде как типа традиции такой вечером приходить и сидеть. То есть у нас приходят на набережную вечером, а здесь сюда, видите, со столиками, с чаем. Очень прикольная атмосфера, необычно. Здесь у нас 1300 метров над уровнем моря, поэтому здесь свежее. Ну, не холодно тебе? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, ощущение такое, прям прохладненько. Прикольно, свежо. Зимой здесь снег, и рядышком где-то горнолыжный курорт еще есть. Пожалуйста, поставьте 100 тысяч лайков и подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Что, друзья, всем доброго утречка. Такой у нас вид на гору. Где-то там мы вчера были, ужинали. Че, переспали ночку здесь и сейчас поедем отсюда, потому что без кондея все-таки жарковато. Здесь обычно холодно, поэтому здесь кондеем практически нет апартаментов, очень редкие отели ставят кондеи. А вот что-то выдалась жаришка и все-таки жарковато. Ночью было прохладно, но в номере все равно было холодно, ой, жарко, потому что ветер туда не задувает. И ветра вообще не было, поэтому решили сменить апартаменты наши. А с открытыми окнами, конечно, лучше шумновато. Ну, а так, конечно, апартаменты прикольные, потому что здесь есть все для жизни. Можно сказать, плита, чайник, даже посуда, все это есть. Так вот, жить 2 туалета, 2 санузла, стиралка, все, холодильник, так вот жить, как вы знаете, семью прикольно. Prime Inn, бутик отель. Так все хорошо, но если бы кондеи были попрохладнее погода, можно было бы остаться. Что у нас, видите, солнечная сторона, и получается прям за весь день нагревается солнце, сколько вот идет уже. Сейчас туда уйдет, только когда так бы в теньке, может, получше было бы, и на ту сторону, кстати, потише. И плюс мечеть рядышком есть, тоже слышно, поэтому когда ко мне приезжают наши зрители покупать квартиры, я всегда на все мелочи обращаю их внимание. Мечеть есть, кому мешает, кому-то не мешает, там, на дорогу, да, потому что дорожка тихая, да, такая вот маленькая. Но все равно, если иногда подъезжает машина, какая-то шумность происходит, я тоже на все эти мелочи говорю, вот это смотрите, вот это смотрите. Поэтому, если кто не знает, ко мне приезжают наши зрители, подписчики, очень многие хотят, как и мы, также купить квартиру в Турции, наверное, это видео мне рассказывал еще, да, что мы в Турции купили квартиру, живем. Вот, и поэтому я всегда на все мелочи, прям вот нюансы, потому что я уже знаю все районы, много чего знаю.
Не всегда обращаю внимание на это, на все. Потому что некоторые скрывают подводные камни, там какие-нибудь очистные сооружения, еще что-то. Я вот здесь отсюда приглядел, там какой-то старинный город, видите? Там вот что-то интересное такое. Вот на эту сторону, кстати, получше, наверное, было бы. И потише. Да. Может, надо было просто переселиться. Здесь какие-то, видите, прям раскопки, да, там руины какие-то. Ну, мы что-то это... Другой отель уже тоже посмотрели, забронили, может, туда поедем. Там и сауна, и фитнес, хамам. Так, ну насчет дороги, которыми сюда ехали, как бы вообще нормально, на самом деле очень легко перенесли, думаю, будет тяжелее. И дети нормально перенесли. Где-то перевал такие, где-то прямая дорога. Ну, в основном прямая, вначале только вот перевал, немного серпантина, вот, а потом прям прямая через городок, потом опять прямая. Вот, и все. И... вообще нормально. Мы думали, дорога будет тяжелее, на самом деле на машине легко, поэтому в Каппадокии едет. Может, смело ехать. Так, ну что, мы приехали в отельчик, в гостиницу Рэдиссон, если по-нашему. Здесь точно есть кондиционер. Поедем сейчас здесь посмотрим номера. Попробуем стандарт или двойной номер нашим составом заселить. Так, вот здесь наши стихи, сейчас здесь мы снимаем контента, да? Здесь прям сразу торговый центр, магазин, и вообще это центр города, примерно получается. Заходим. Смотрите, да, как только я вижу такие ворота отеля, у меня сразу улыбка на лице появляется. Давайте, не балуйтесь, детский. Рэдиссон Блю. О, как здесь красиво, все атмосферно, прям ультра-инклюзив практически сейчас будет. Так, ну мы сейчас пойдем посмотрим номер. Смотрите, по ценам вас сориентирую. Стандарт 120 евро, Junior Suite 170. Но у нас и стандарт могут заселить 4. Это цена с завтраками. Family 220 евро. Без завтрака, он сказал, стандарт где-то 90 евро будет. Вот вам расценки на все валюты. 5000 рублей, 1600 лир. Это без завтрака, есть 90 евро стандарт. Коридоры тихие тут с ковровым покрытием. Давайте я вам сразу покажу, вдруг мы что-то побольше выберем. Это стандарт рум. Очень большая площадь. Вообще огромная. Смотрите, мы в таком стандарте поместимся. 2 кровати без проблем ставят. Тут мини-бар, все дела. Так, это у нас Junior Suite. О, здесь прям и ванная, душевая кабина. Здесь такой же стандарт, только побольше получается, не раздельная комната. 10 метров больше получается. Смотрите, уже Junior Suite идет кофемашинка с капсулами. В стандарте ее нет. Естественно, здесь балконов нет, здание вы видели. Фасад снаружи. Зато есть вид. Смотрите на горы, на Кайсери. Ну, конечно, нам, как северным жителям, самое главное, что есть кондиционер. Потому что мы как бы не можем, немножко нам жарковато, если нет кондея в номере. На гардероб, шкафы, вот это тоже все есть. Так, и внимание, Family Room. Заходим, это то, что нам нужно, конечно. Одна спальня. И там то же самое с 2 кроватями за дверью, как Connect номер, но это уже будет как Family. И в эту сторону другой вид, другую часть города. Так, а здесь просто душевая кабина, кстати. Junior Suite еще и ванна была. Ну, все равно очень красивые номера здесь. Так, ну как вам Рэдиссон? Мне понравилось, очень классные номера, прям вообще обалденные. Сейчас прям еще посмотрим вариант 1 или 2. Посмотрим, сколько посмотрим. Все, выспались, сегодня уже настроение другое. Пока не позавтракали, все равно. Сон делает свое дело, и солнышко тоже. Сейчас в эту гостишку Виндам Гранд приехали. Так, ну здесь тоже приятненько так. Ну не Рэдиссон, конечно, но тоже неплохо. Такие здесь коридоры, потемнее чуть-чуть, но в Рэдиссон поприятнее. Буду сравнивать чуть-чуть. Так, ну такие своеобразные номера. Это так, сигару, бокал виски. Вот такая вот ассоциация сразу. Конов тоже нет, но вот такой вот вид. Ой, мечеть рядом. Балкон откроешь, будет слышно. Нас будет мечеть почему-то. Как будто не будет. Я прям реагирую сразу. Просыпаюсь, потом уснуть не могу. Мне вообще нервно, знаете. Мне нужен глубокий, спокойный сон. Так, это ванна, душевая кабина. Какая атмосфера, видите? Приватного стиля. Я вообще не знаю, что за номер показали, какой-то другой номер. И вот такая есть огромная терраса. Я не знаю, что за номер нам показывают. Куда ошибочка. Хотя можно какие-то положить.
А и вообще есть еще рядышком мечеть, еще ближе. Раз, два, три. Так, одна очень красивая. И в другую сторону еще вид, смотрите какой. Зоопарк, фонтаны. Это что-то типа старого города мне напомнило. Мы сейчас ездили, как у нас в Халеиче. Терраса здесь просто огромнейшая. Нам такая не нужна, мы же не жить будем. Зачем, мне кажется, номер только спать будем приходить. А вот это стандарт номер. Ванна. Ну вы выбрали Рэдисон, он приятнее. Нам по стилю больше подходит, посвежее, почище. Там какой-то такой. Немножко атмосфера другая совершенно, нам не подходит. Так, сейчас поднялись в гору, но не так высоко, как вчера ночью. Кардак называется. На завтрак. Все время обед. Слушай, ну очень приятный городок, ездишь, все очень красиво, видели, такие панорамы потрясающие. Все здорово. Пойдемте кушать. Все уже ушли. Как всегда, запоздалый товарищ. На входе здесь встречает такой попугайчик. Никит тоже цапнул. Все, больно, покажи. Нет, не очень. А ты пальцы не суй куда, не надо. Да? Только больнее папа бьют. может сувать. Так, не надо, не дразнить. Давайте покажем вам здесь атмосферу, колорит. Вы не знаете, это же попугай, почему он не разговаривает? А есть разные попугайчики, говорящие и не говорящие. Так, садишься, а над тобой прям яблоки. Огромное количество. Эльма, как называется тут. Яблоки. Смотрите, сколько яблок вообще. Такое тут большое заведение. Дальше еще места есть где посидеть. Кстати, я вам цену не назвал. Первая гостиница у нас 750 лир в сутки стоила, а Рэдисон $90 получается. Без завтрака. А с завтраком подешевле. Кстати, на сайте дешевле бронировать, чем на месте. 750 лир, это вот столько ставить на паузу. Здесь все валюты в мультиконвекторе. Так, ну давайте я вам расскажу, зачем сюда вообще приехали. Мы сюда приехали лечить зубы. Вот это Вахид, я вас познакомлю. Мы с ним знакомы еще давно. С какого года? Не знаю, лет 10 назад, да, знакомы? Да. Я в России у него лечил зубы. И врач от Бога, и я к нему приехал сюда даже лечить зубы. Я, Жанна, ну детей посмотрим тоже. Поэтому, если кто хочет, приезжайте. Я его или контакт оставлю под видео, или еще что-то. Врач реально от Бога, просто даже едешь в другую страну. Может тоже сюда прилететь, здесь же аэропорт есть, да? Да, есть. Можно прилететь и все, сделать зубы, пожить. Вахид вас тоже здесь куда-нибудь устроит, какую-нибудь гостиницу. Пожалуйста. Пойдемте, кушаем. Я думаю, я вам еще покажу и клинику, все поснимаю. Что вот так вот. Это вот Вахида семья. Здравствуйте. Ну не то, что лечить зубы, там пломбы ставить, но можно и пломбы. Коронки, эти виниры, импланты, все что угодно. Цены я даже называть не буду, просто если сравнить цены там с московскими, это раз в 5, там, наверное, в 10 вообще дешевле, а качество все там немецкое. Ну, в общем, будем в клинике, я тоже поснимаю, все покажем. И это не реклама, а то многие напишут, что приехали по бартеру лечить. Нет, мы за свои деньги приехали лечить, это чисто, знаете, вот эксклюзив для вас, для моих подписчиков. С такого мастера, врача на все руки вообще просто найти очень сложно. Поэтому, видите, мы даже сюда едем 600 километров лечить зубы, а не на шарах кататься. Ну, на шарах может тоже прокатить. Поэтому вот так вот. Прилетайте, не бойтесь, еще все нормально. Билет купили, прилетели. В гостиницу или в Рэдисон, как вы хотите. Можно в тупо дешевле Вахид договориться, там вас поселят. И все, примет вас тут совсем гостеприимственно. Так, ну и давайте, знаете, как я оставлю прям телефон Вахида под видео. На WhatsApp можете прям добавлять номер, на WhatsApp писать, потому что помощники его все, они на турецком разговаривают, естественно, а вот он русский понимает. Но из Германии к нему летят, и из Турции, и из России, поэтому с любой точки мира можете прилетать. Так, ну все уже на обед приезжают, а мы на завтрак. Потихонечку накрывают нам стол. Вкусно. Друзья, знаете, что вот этот сыркосик очень вкусный? Да, сырокосичек вкусный. Ну, как всегда, турецкий завтрак, это называется «стола будет мало». Класть уже некуда. Такая красота. Всем приятного аппетита. Афiyet olsun, как говорят в Турции. Так, ну что, сейчас приехали в клинику. Давайте вместе с вами посмотрим клинику. Вообще в воскресенье клиники не работают, но для нас видео исключение, потому что надо побыстрее все сделать. В таком-то ожидании, такая релакса. Здесь раз кабинет,
Там еще кабинет какой-то специальный. У вас здесь красиво, уютно. А вид-то какой, главное, а? На горы, все как мы любим. А это что здесь смотреть можно? Видите, как, да? А что тут смотреть? Вот, в общем, мы выбрали сьют. Junior сьют, да. Вот наша большая кровать. Тумбочки, дайте вам обзор номер держу, пока чистим. Здесь диван. Детям экстра бед принесли 2 штуки. Телевизор, здесь стол. Можно поработать, что-нибудь поделать. Здесь мини-бар, он пустой. Но мы его своим затарили, у нас там было. Кое-что, кофемашинка, чайный набор, чай, кофе. Здесь тоже ничего нет, должен быть большой холодильник, но здесь, видите, такой маленький есть. Ну, холодильник работает, можно в магазин сходить, всё положить сюда. Вот, так, номер приятный, большой. И здесь у нас коридор, шкафы, по-быстренькому вам покажу сейф. Да, мы сейчас торопимся, хотим покушать, сходить. Коридор, и давайте вам как туалет. Здесь у нас, видите, и ванна, душевая кабина. И, пожалуйста, все принадлежности есть для мытья. Можно с собой ничего не брать, даже в двойном наборе мочалка есть. И зубная щетка, скорее всего, и бритва. Вот, и здесь еще туалет, естественно. Очень просторно, все, типа, классно. Такой экспресс-обзор номера. Так, ну мы сейчас вышли в ресторанчик куда-нибудь сходить. Смотрите, какие здесь трамваи ходят. Современные. Типа как метро в Стамбуле. Ну сейчас напротив нашей гостиницы. Через дорогу перешли. Чёрка поесть. Мерджимек, чёрка, чечевичный суп. Салат. Это накрывает. Булки вкусные. Должны быть. Так, я вот такой вот заказал себе говядину с рисом. Такая вот аппетитная штука. Еще здесь покажу. Так, подходишь, выбираешь. Тут мясо, тут курица, тут рис. Супчик, вот так все индивидуально, тарелочка, все подогревает. Кофте, пожалуйста, котлетки. Можно, ну плюс салат сделать. Очень классно. Очень вкусно. Я всю тарелку вообще съел прям на ура. На все про все 250 лир, вот смотрите, на что. Ну, если вдруг кто здесь будет, вот на карту забиваете, вот это, на паузу ставьте и попадаете. Ну, это прям напротив Рэдисона. Ну, очень вкусно. Это чорба. Так, ну, напротив тут еще кафешка есть, вот такой, что типа парка, сквера. И напротив здесь же торговый центр, смотрите, Медиамаркт, 5 Мигрос, Техноса, Вайкики, в общем, поселился и пошел на шопинг. И все, и пропал там. Здесь, видите, как хорошо качели, вот так вот. Водопад там должен быть, фонтан. Сейчас в ресторанчик поднялись наверх. Roof Lounge называется. Смотрите, какая здесь панорама. Здесь открытая, здесь нет стекла. То есть снизу стекло, сверху его нету. Смотрите, как видно весь город Кайсери. Там крепость. Так, вот смотрите, какая красотища. Вот он, Рэдисон, какую красоту создает. Класс, да? Наверху еще ресторанчик есть, ну и бар, где мы сидим. Так называется Roof Lounge. Мы здесь сидим, и еще вот такое вот помещение. Естественно, здесь не все включено, все за отдельную плату. В номере только 2 воды было. Ну и чай, кофе. Ну, сейчас мы вышли из отеля опять прогуляться. Нашли в кафе сладкое поесть. Здесь сразу подают молочко. Сладкое. Так, и сейчас мы взяли кюнафе. Можно и так сказать. Тут сыр жареный. И еще что-то должно быть очень-очень вкусно. Так вот аппетитно это выглядит. Сверху еще можно положить мороженое с фисташковым посыпным. Вот это вообще очень вкусно блюдо. Доброе утречко, друзья. В Турции любое доброе утро должно начинаться со шведского стола. Поэтому у нас доброе утро, потому что сегодня шведский стол наш любимый с вами. Аппетитный, вкусный. Смотрите, как все красиво. Ну давайте посмотрим, что у нас сегодня вкусно. Смотрите, дыни, арбуз, вот чуть не приметил, хотел сказать. По привычке, но сливы, смотрите, сколько много фруктов, зеленушечка. Салат, апельсины. Еще не проснулся. Огурцы, помидоры. Так, здесь у нас, смотрите, соленья, коренье, варенье. Еще плюс сладкий. Здесь идет салат. Здесь у нас соус. Здесь тоже соус. Здесь джемы наверху. Строубери, клубничный. В общем, разные джемы, мед. Очень классно. Видите, такие корзиночки для меда. Здесь у нас еще сыр какой-то необычный. Лайт
диетический сыр, да, диетический буфет. Арбуз-то есть, он уже кто-то корочки наложил здесь. Так, мать, йогурты, вот это вообще классное молоко, вот это детское, очень вкусно. Так, здесь каймак, эти йогурты натуральные, обычно такие бывают. Так, здесь у нас, смотрите, ой, это что-то типа, как его, хамона, паструма, что-то типа этого. Колбасы разные, сыр. Слушайте, очень богато, сейчас стол, мне это очень нравится. Это еще не все, это мы с вами так вот узко смотрим, понял? А вот и арбуз, кстати, подъехал. Так, здесь вода, молочко. Коля ходит там что набирает, смотрите, здесь я вижу фреши. Два вида: морковный, яблочный детокс напиток и апельсиновый. Что за... Друзья, кстати, берите вот такие, А что такое они у очень тебя? вкусные, А что омлет это? такой. Ничего себе, крутой омлет. Так, Сейчас, возьми. Коль, мы поснимаем, пойдем брать. Знаете, мед в сотах, но вообще просто шикарный шведский стол. Знаете, хлопушки-воробушки, изюм наш, орехи. Смотрите, сколько орехов, и такие. Вообще прям богатый выбор очень. Эти хлебцы, тостер даже есть. Здесь еще у нас хлебная вечеринка, там еще можно тост пожарить. Вот так вот круассаны, смотрите, какие аппетитные. Вообще бомба. Просто. Вот он, смотрите, шведский стол. Так, и здесь у нас еще, смотрите, стол с раздачей. Ну, вообще, прям это наш рай с вами, да, где мы любим снимать суп, яйца вареные. Это суджук, колбаска турецкая такая. Очень вкусные сосиски. Тоже вот ничего, бывает вкусное. Раньше было не вкусно, сейчас стало вкусно. Это у нас это, ну там мини-мэ, или как он называется, картошка парная. Потом здесь у нас омлет, вот он такой формочки жарим, по-моему, даже яйца. И это у нас бюрек с сыром, сырный пирог. Так, и здесь у нас Я буду. панкейки. Так, вот здесь девушка жарит омлет еще, и еще есть такие хлебушки. Здесь, видите, можно омлет выбрать с ингредиентами, скушать, и каши еще есть. Коля, будешь кашу? Ну, вообще красота. Еще кофе, чай, пожалуйста, наливай. И печеньки. Ну, как вам шведский стол? Мне очень классно. Ну, это Редисон. На самом деле не жалко чуть переплатить, когда вы на отдыхе, на каких-то там делах. Лучше переплатить, но с удовольствием жить. Спали просто вообще бомба. Кровать настолько, она мягкая при этом, но у меня спина не болит. Обычно у меня всегда болит, там вот такой на матрасе, еще и матрас. Мы вообще хотим посмотреть, что там за матрас, с такой же себе купить, потому что здесь у меня дома болит спина. Ну, чуть-чуть переплатить, но отдыхать и проводить время с огромным удовольствием. Все, всем приятного аппетита. Кстати, не только хлеб, здесь еще сладкое, видите, пирожные лежать, там эти, как это называют, забыл, маффины, типа, еще булки с изюмом. И здесь еще я узрел вот какую-то колесницу с семитами, видите как. В общем, класс. Так, и вот такой вот ресторан здесь, местечко для трапезы. Здесь еще кофемашинка, уже с зерновым таким кофе, там был фильтр кофе, здесь зерновой кофе, чай, еще есть, смотрите, еще холодильничек волшебный. С минеральной водичкой, пожалуйста. С водичкой с такой. Когда дома мало воды, можно и здесь взять. Ну, можно и купить, конечно. Сделаю себе латте мачча. Да, рыбный. Я открываю ответ. Так, ну что, халатики надели, это значит, что мы отправимся в спа с детками. Друзья, у меня много Вон купальник купили. Да, мы целыми днями тут, ну, ездим в клинику, приехали, сделали что у нас, все, и поехали дальше. Сейчас у нас 2 дня свободных, вот, но мы за неделю должны уладиться, там все процедуры доделать. Так, ну что, здесь, кстати, знаете, какой лифт, в чем прикол? Поскольку это городской отель, пока ты карточку не предложишь, ты никуда не уедешь. Ну, особенно на этаж, где живешь, точно не уедешь. В ресторан можно подняться. Друзья, а смотрите, здесь есть телек. Да, телевизор. Вообще отель классный, мы живем, мне очень нравится. На завтрак ходим, вообще обалденно. Ну что, мы пришли, оказывается, здесь впервые такой вижу, обязательно надо шапочку купить. 50 лир, одна штука стоит, нам 3 надо было купить, но потом на ресепшене оплачивается. Что поедет, берите с собой. Так, смотрите, здесь есть лед. Вот такой. Так, вот такой бассейн, смотрите. И маленький бассейн. Ну, естественно, есть сауна, моя любовь. Большая сауна. Смотрите, с окном, с таким бассейном и на город. Красиво. Очень красиво. Друзья, всегда делайте, как и я. Сначала загорать, а потом уже спать. Это будет кайф. Не загорайте, а греться будем. Кайф.
Сейчас здорово. Все вынесу вас. Положу в халат, в карман. А ты уже купался? И нет, конечно. Ой, как хорошо, как я обожаю сауну вообще и баню. Аромат бомбалейна. Так, ну здесь специальный атрибут, обязательно надо шапочку приобрести, кстати. Ну, я считаю, что это правильно. Давайте, раз, два, три. Да прыгай, Поль. Нет, ну это первый. Давай, Поля, ныряй, не бойся. Поль, давайте, прыгайте. Там мы проверим. Два. Вот так, Никита, ныряй надо. Давай, тоже ныряй. Классно тут постоянно. Вид такой, смотрите, на горы туда. На облака. Велокрыльная лошадка. Здорово. Давайте немного вам атмосферы бассейна. Вода какая ощущение, что здесь немножко соленая. Значит, есть такой водопад. Развлечение для деток. Я здесь нашел еще джакузи. Кнопочку включаешь, опа. И пошла вода. Пузырчатая. Очень классно. Распарился на ура. И с шапочками, кстати, очень правильная тема. Я за. Потому что когда бывает плаваешь, какая-нибудь кутерьма тебе там встречается. В нос, в рот, в голову, в глаза. Классно, правильно, это гигиенично. Это первый раз я в курсе такой встречаю. Так, у нас все заряд бассейновых эмоций. Мы отправляемся в путешествие бассейновое. Классно. На горы это очень, конечно, классно. Ну, знаете, нашу особенную любовь к горам. Мегамаркет, еще М5 Мигрис. Кстати, это прикольно, что здесь это все находится. Мы туда уже раза 3 ходили. Там и фудкорт есть, и вот этот ресторан Талуку, который с курочкой, вот этот. Все вместе там салат, гарнир, курица или мясо. Говядина, все есть, очень удобно. Пошел, там куча кафешек. Вот, магазин, все, в Мигрисе можно что-то купить там. Мы с собой вообще тостерницу взяли, и я детям прям бутерброды иногда делаю. Когда вот прям приспичит поесть. Раз, хлеб, сыр, колбаса положил, и все, красота. Прыгай давай. О-хо-хо, ничего себе это было сальто. Класс. Да. Слушайте, вообще обалденно, конечно, плаваешь. Водопад, джакузи. Купаешься, тут вид на горы. Просто бомба. Кстати, как вам качество съемки? Кто угадает, на что я снимаю? Это на айфончик запись. На iPhone неудобно снимать, что потом монтировать сложно, а так это режим киноэффекта. И камеру так не перевернешь просто. Очень очень классно, друзья. Что за? Хотите прикол? Я только слышу до полу руками. Да? И вращать телефон неудобно просто. А так, конечно, прикольное качество. Я в шоке, как Полька прыгает, смотрите. Во! Сейчас не так чуть-чуть, она до этого прям без рук, головой туда прям одной входила. Рыбка без рук. Друзья, за это ставьте лайки. Да, и подписку. Подписку. Всем. Всем. Здесь еще кулер стоит с бесплатной водой, стаканы. И есть такая штука, чтобы плавки отжимать. Но кто-то туда стакан не кидает. Сдается мне, что это наши дети сделали. Нет? Нет. Плавки отжимаешь, бросаешь, прикольная штука. И еще есть Хамам Steam Bath Room. Это сауна. Да, это покажу. Ну, сразу пакет 27. Ежик в тумане называется. И давайте опробуем сушилку. Специально намочили плавки посильнее. Давай, клади. Так, закрываем. Нажимаем. 10 секунд ждем. 3, 4. Открывай. 7, 8, 9. Все, понял. Так, руки не суем. Ждем. Папа доставать будет. И плавки почти сухие, представляете? Ну, они влажные чуть-чуть, но вот прям почти сухие. Давай, Никита, теперь твоя очередь. Я сам. Давай. Сухие. Не совсем. Ну, Я 20 чуть-чуть секунд. влажные, но прям хорошо сушишь. Но это не сушилка, это отжималка. Все, пошли. Смотрите, у Редисона даже пакеты предусмотрены под мокрые, уже влажные, точнее, плавки. Круто, конечно. Сервис здесь бомба. А зачем пакет? Здесь, смотрите, есть тренажерка. Папа, я хочу пакет. Папа, можно? Большая, смотрите, какая. Ничего себе. Так, мы сейчас поднялись в горы, смотрите, на градус 14 градусов, внизу было 30 с чем-то. О, холодок, нормально так. Здесь рестораны, там у нас уже облака, ну и даже на этом уровне есть облака. Ой, класс, такой свежополь тут, очень свежо. И летом сюда, понимаете, тоже прохладно. Здесь, кстати, еще есть горнолыжный курорт, зимой можно приезжать кататься на лыжах, на сноуборде. Вот, может, кстати, приедете. Здесь огромный горнолыжный курорт.
подъемники там есть. Сейчас подъемник тоже работает, можно подъехать и туда в тучи, прям в облака уехать. Вот. Мы также, я вам не все снимаю, потому что постоянно ездим. Вот, и мне вообще посмотрели все зубы и коронки, которые же мне Вахид ставил там лет, наверное, 17 назад, представляете. Сказал, менять не надо, очень хорошо стоят, все плотненько, даже не надо ничего делать. В общем, у меня все нормально. С зубами так кое-что по мелочи сделали, Жанне тоже там сделали. Вот. Большие процедуры, в общем, делали тоже. Там и импланты, и все, в общем. А сейчас ездим, катаемся по ресторанам. Ой, ароматик тут потрясающий. Видите, тут можно меха купить. Не как на ВДНХ, а такие настоящие горные. Сувениры, эти горшки всякие глиняные. Орехи, сухофрукты. Можно много чего купить, сыр. О, класс. Смотрите, тут чего только нету, и меня привлек очень сыр. Смотрите, какой мед свой, натуральный, горный. Сколько стоит? 1 килограмм 150 лир всего лишь. Кстати, очень недорого. Друзья, я хочу вам 2 вопроса задать. Можно? Давай. Вот, друзья, вы любите сыр с плесенью? Напишите в комментариях, вот, покупайте себе. Еще Ой, здесь такой- кабан зачем-то. Это специально такой А делается зачем здесь сыр. кабан? Это так для красоты стоит. Сувенир можно провести. Видите, тут сыр мне еще понравился, чечу, косичка. Тут только нету, мой Друзья, любимый сыр. можно вам еще один вопрос задать? Пошлите Какой? за мной. Пойдемте. Это Никита, пожалуйста. Смотрите, видите, что-то здесь Это мед в двигается? сотах прям. Нет, смотрите, здесь что-то двигается. Там пчела. Это просто мед так тает потихонечку. Блин, вообще обалденно. Смотрите, какие сувенирища можно накупить, кому-нибудь привезти. Это прям улей. Прям, видите, делается, пчел-то залетают, делают мед. В общем, это экзотика. Я такого вообще никогда не видел. Первый раз вижу. Мехи тут, чего только нету. Яйца горные. Что за? Не надо пальчики туда Это очень сувать. Не надо, приятно. Поль, не надо. Кстати, Это потом кушать друзья, будем. мне дали попробовать мед, он очень вкусный. Нам дали его с собой на завтрак. Купили. Наш, этот нар, можно гранат купить. Видите, 1 килограмм 110 лир. Вот вам, чтобы понимали, что такое 110 лир килограмм сыра вот такой. Это 6 долларов, либо 368 рублей. И я, кстати, знаете, сделал вам под видео, оставлю точку на это место, потому что вы так не найдете, чтобы знали. Придумал такой способ. Вдруг кто здесь будет. Да. Друзья, кто знает, что это такое за... Пирожки какие-то. А вот Сладкие, это что тоже за... сладости А такие. это что за какашка с палками? Оля, что ты говоришь? Так, видите, какая тут пастурма есть. Это просто, это вообще моя мечта. Так, я не пойму, это, по-моему, искусственный. Да, это искусственное, а вот настоящее. Я просто думал, такие огромные, все это, наверное, вешают на улице. Вот сейчас кусок такого возьму, обожаю паструму вообще. Бомба, целого такую. Я просто вообще балдею от цены, плюс все это еще натуральное, свое, домашнее, горное, экологически чистое. И запах вообще горный, потрясающий. Вот эти вот финтифлюшки готовят, блин, это прям, знаете, сколько в Турции был вообще там, прям как экзотика. Смотрите, сколько сладостей, чего можно только не накупить себе, а? Ароматы вообще просто, я прям даже знаю, как вам передать. Просто я прям обсасываю, как насос, надо бочку с воздухом купить. И буду разливать в Кони-Алты, в Анталии. В Анталии у нас такой экзотики нет. Там все как-то есть, все на рынках, вот это все, оно другое. Тут прям вот меня это по улыбке, думаю, видно, да? Это мой такой этот компас показывает, где хорошо. У нас здесь высота 2155 метров, ну а там где-то было в районе 1000 с чем-то. Здесь видите, как вода, как в самолете ее надуло прям. Зашли сейчас в ресторанчик, здесь, естественно, все просто. Но должно быть со вкусом и очень вкусно. Я надеюсь, все смаки можно выбрать. Адана кебаб, кузу перзола. Вот прям шампурчик можно выбрать себе и пожарить. Так, вот закусочки нам принесли. Молочный коктейль, пожалуйста. Это айран? Коктейль С этим. Молочный коктейль. С пенкой. ванильный. Подали пять. Натуральный. Это айран вообще мега вкусный. Знаете, кого делают? Из йогурта. Там добавляют еще что-то. Йогурт делают из этого, из телятины, из телячьего молока, точнее. Горячие тарелочки с овощами. Вкусняшки все подъезжают и подъезжают. Коль, это очень вкусно, это пиде. Называется чивикли. Похоже на пиде, но чивикли называется. Мяса прям тут много-много. Не как пиде. Здесь ее едят вот так вот. Лук кладут, зеленушку и лимон поливают. Вот еще Адана подъехала. Вот как бы все это съесть чеширь. Это такая порция одна. Представляете, огромная. Давайте ваше любимое некадар.
Сколько? Сколько получилось? В общем, на все, что мы заказали, но мы много заказали вот этих лепешек, очень много. С собой прям целый пакетик собрали. Мясо, вот все вместе, все, что я там снимал. 936 лир, 3139 рублей или 51 доллар. Так, еще на паузу ставьте, разглядывайте, и другие валюты я тоже указываю. I don't wanna feel this way, but it's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Maybe just a little time can heal me, but it doesn't feel the way. What are you doing to me?